Добрый день, дорогие друзья, добрый день, привет из Кишинева, Буяканы. Оказался я здесь по воле случая на этой остановке, улица Коммуны, бывшая, ныне Иоанн Пеливан, дом 11, наверх 13, 15. Вот здесь постелили асфальт красиво, нанесли очень красиво разметку, все четко. Вдалеке виднеется церковь на бывшей Энгельса, ныне Алба Юлия. И она начала строиться еще в советское время, когда я работал на заводе «Альфа», и «Альфа» была спонсором постройки этой церкви. Мы рисовали щит, и там было написано, что «Альфа» является спонсором постройки этой церкви. Завод «Альфа», бывший завод. Сегодня просто название места и Магалы, где он находился. Детский сад еще существует. Вместо деревянных рам поставили пластиковые окна и забор поменяли. Был еще тот стиль забора, как вы помните, в те времена рабица. И когда-то в далеком детстве, когда мне было 6, 7, 8 лет, здесь выставляли такие сетки под Новый год и продавали елки. Я помню, мои родители стояли, записывались, была очередь. Было так классно, такая романтика. Сейчас елки продаются свободно по недоступным ценам для основной массы населения. И нету той романтики. Вот здесь когда-то была шиномонтажная мастерская. Я всегда матерился, что они там, машины приезжали на тротуары, меняли колеса, там бортировали, монтировали, загораживали путь. И опасно было от компрессора, что шланг мог вылететь и кого-то поранить. И вот Сталинка, четырехэтажная, это переходная к хрущевке, такая малосемейка, такая коридорного типа, очень классная. На первом этаже была пельменная в торце, кто помнит. Сейчас там барчик есть, хоть сохранилось что-то. И барчик такой местного разлива собираются. Люди с Магалы, все друг друга знают. Очень уютно, очень классно. Вот здесь вниз и справа, видите, где туи, кипарисы. Раньше был детский мир. Прямо вот на углу возле тротуара стоял таксофон советского образца, мы оттуда звонили. И была такая площадка, и скамейки были, ивушки. Такая площадочка большая. И магазин был как-то полукругом располагался с правой стороны. Сейчас там заходил, я проверил, хотел выпить кофе, но там такой типа ресторан, больше нацеленный на свадьбы, кумытри и всякие торжества. Он не работает повседневно, только когда кто-то заказывает какое-то массовое мероприятие, торжество. Так вот он не работает просто так. Хотя дверь открыта, меня там любезно пропустили помыть руки, сходить в туалет, но не работает. Вот была аптека, видите, написано там, кому видно, апотека. Раньше был бар. Потом была очень классная аптека, и там работала аптекарша Анжела. Очень грамотная, дает 100 очков вперед любому семейному врачу, участковому. Она меня вылечила, у меня был зуд. У кого, кстати, зуд с расчесом на ногах или на руках, очень помогает крем-ген. Такой крем, называется крем-ген украинского производства. Она говорит, попробуйте 3 дня, если не будет аллергии или эффекта, дам вам что-то другое. Я вот вечером намазался, и образовывается такая вот пленочка, как шелуха, шелушится кожа. Идет какой-то процесс такой интересный. Как вы химию наливаете на ржавчину или на камень, есть химия, так и тут это срабатывает, покрывается, становится беленькой и снимается крем-ген. Кому надо, у кого ранки от расчесов на руках, на ногах, вот очень помогает крем-ген, делюсь. О, любимый Мерседес, красавчик, 222 кузов.
такой бы хотел. Ну вот, дорогие друзья, такой вам маленький привет с Буякан, с перекрестка. Вот это мы стоим на улице Коммуны, бывший, сейчас это Ион Пелеван. И вот там, где бусик, видите сейчас, где вот Апотека, там перекресток с бывшей улицы Свободы. Сейчас она называется Ион Шедойна Алди Теодорович. И я всем говорю без всяких претензий ко мне, когда я называю улицу по-старому, потому что эта улица при создании имела улица Свободы, когда на нее постелили первый асфальт и проложили ее, а потом ее переименовали. Это все равно, что вас звали Васей, а потом назовут Джоном. Вашим родителям будет приятно, или вашим родным, близким, друзьям, вы все равно останетесь Васей для всех. А для уже новородившихся вы будете Джоном. Так и здесь вытирается из памяти все то, что было хорошего и полезного с нашего детства и юности. Это не во благо, это не носит социально полезный характер, а носит политическо-разрушительный характер. Переименование улиц, городов, локаций и так далее и тому подобное. Разрушение старых зданий, постройка на их месте каких-то торговых комплексов, офисов или этих говностроев, прости господи. Да, чтобы вытереть из вашей памяти, из вашего семейного альбома то, что вас связывало, то, что у вас было в вашей истории. На этом я заканчиваю. До новых встреч, дорогие друзья. Всяческих вам благ, здоровья, любви и радости в жизни. Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Привет из почти зимнего Кишинева. Буяканы, Скулянка, центр.